сейчас находимся в автобусе, все произошло так быстро, билеты были уже прям вот-вот, автобус отъезжает. Мы отправляемся из Сантьяго в Винья-дель-Мар, к Тихому океану. Автобус очень комфортный, двухэтажный, вот есть куда ноги положить. И также между пассажирами такие шторки. Видимо, чтобы не заразили друг друга. А тут путешествует бродячий цирк. Вот мы и добрались до Винья-дель-Мар. Это небольшой город на берегу Тихого океана. Немножко пока знакомимся с городом, гуляем тут вокруг, смотрим. Вот, например, местный парк. Но здесь идет ремонт. Новую плитку укладывают. Думаю, скоро здесь будет очень даже мило. Возможно, это поилки для собак, но используют их голуби. С водой тут тоже проблемы. Вот, видимо, здесь была река. Ну, получается, вот река, а вот ее русло какое было. Куда бежать в случае цунами? Ну вот и он, Тихий океан. Прогуливаемся по набережной, тут продают пончо. И не только, много всего. Есть еще просто кофты с национальным узором, очень красиво. Когда-то это был порт, но сейчас вот здесь гуляют люди. Можно подойти поближе к океану. А в этой стороне, получается, уже Вальпараисо город. А мы находимся в Винья-дель-Мар. Наконец-то мы на Тихом океане. Но говорят, здесь даже летом холодная вода, потому что здесь холодное течение именно вдоль берегов Чили. Вот, поэтому здесь особо не покупаешься. Но виды прям завораживают. Очень голубая, красивая вода, прям восторг. А это город Винья-дель-Мар, вот как раз в который мы приехали. Тут рыбаки оставили свои снасти, что-то отсюда вылавливают. Вот как раз рыбаки и не только. Вдали вот это пеликан. Такие они огромные, чайки, пеликаны. Такая здесь интересная набережная, что-то продают, какие-то вещи, хендмейд и так далее. Несколько кафешек, ну и люди гуляют, и мы тоже. И вот сейчас я вижу пеликанов вдали.
Очень красиво. Кажется, здесь тоже цыгане что-то там гадают людям. Множество чаек. Заселились в апартаменты. Небольшая, но очень красивая, уютная студия. И еще есть балкон. Прохладно, поэтому люди все равно лежат на пляже, но в куртках. Это отель «Шератон». И он так построен, часть вот на берегу, а часть выходит в океан. Мы снова пришли на набережную, чтобы посмотреть на птиц. Здесь пеликаны, чайки, цапли, еще какие-то птицы, которых я не знаю. Сейчас будем на всех смотреть поближе, насколько подпустят. Вот здесь чайки и пеликан. Сейчас мы спустимся по грязной лестнице поближе к воде. Оказывается, нет, там воняет. Не пошли туда. Вот как-то так. И такое здесь есть. Мы хотим подняться немного в старый город. Он расположен тут на скале или на горе, на возвышенности. Оттуда должен открываться очень красивый вид и много старых домов красивых. Так замечательно, здесь растет алоэ много. Очень интересно, цветет красиво. Тут, видимо, какие-то любители живут ретро-автомобилей. Несколько жуков на одной улице. Очень симпатичная улица здесь наверху. Красивые виды отсюда прямо на океан. И вот как раз наверху, похоже, это безопасная зона, куда нужно бежать в случае цунами. Доброе утро, у нас уже новый день. Сегодня мы отправляемся на дюны. Попытаемся доехать на общественном транспорте. Сейчас мы стоим на остановке общественного транспорта. Смотрим, как нужно платить в автобусе. Всегда страшно в новом городе пользоваться общественным транспортом. Прямо на автобусе доехали до дюны. На лобовом стекле автобуса был написан тариф, там до определенной обстановки определенная стоимость. Мы заплатили 540 песо, это самая высокая стоимость до нашего места за одного человека, что в принципе абсолютно бюджетно. Но сначала мы идем пообедать в Джамбо, там должен быть буфет. Вот такой у нас замечательный обед. Еще десерт взяли, кофе, лазиза вот.
Получилось на 14 тысяч песо с небольшим. Обед был очень вкусный, все свежее, горячее. Мы пришли, там, мне кажется, только вынесли всю эту еду горячую. Потому что иногда бывает, когда ходишь, гуляешь, не чувствуешь голод. И кажется, что все нормально у тебя, но на самом деле устаешь намного сильнее. Поэтому обед по расписанию. Вот там наверху на дюне много людей. И там есть очевидная тропинка, откуда многие поднимаются. Мы, конечно, пойдем своим путем, там, где никто не ходит. На этом песке популярно у местных кататься на сноубордах. Я теперь понимаю, почему он такой влажный, очень похож на снег по консистенции. А нам предстоит подняться вот сюда. Мне кажется, тут 45 градусов примерно наклон. А нет, пошел другим путем. Слишком крутой подъем. Такие красивые цветы здесь. И листья такие толстые. Ветер, конечно, очень сильный, но вид прям вообще красота. Желтый песок, синий океан, небо такое белое. Вообще супер. Сейчас посмотрим, как у Азиза дела. А там внизу скалы. Так красиво вообще. Ну, конечно, на камеру наклон такой не виден. Но очень скользко. Окей, нам пришлось возвращаться в Джамбо, потому что там наверху было очень холодно, у Азиза не было шапки. Теперь шапка есть, и мы снова идем на дюну. Сейчас мы поднимаемся на самую высокую здесь дюну. С нее катаются вниз. Собрались на самый верх. Вышло солнце, наверху еще более ветрено, но очень красиво, конечно. Прям вообще невероятно. Теперь мы спускаемся к океану. Очень красивые скалы. На них тоже сейчас посмотрим. Оказалось, туда не пройти, там дорога, обрыв. Сейчас поищем пути. Вроде какая-то тропа есть, но что-то сейчас пока взвешиваем, стоит ли туда вообще спускаться. Эту часть я съехала на 5-й точке. А дальше уже нормальный спуск по песку. Вот отсюда мы спустились. И пришло время опять смотреть, что тут у нас внутри. Здесь есть табличка с обитателями этого места, ну, которых сейчас здесь нет. Я думаю, в определенный сезон они здесь бывают. Вот. И тут пеликан. Написано, что у него, оказывается, 220 сантиметров размах крыльев.
Какие они огромные. И пингвинчик всего 5 килограмм весит в среднем. Неожиданная находка. Ложка ржавая. Вот здесь наверху мы сейчас были. А вот это внизу, там еще пещера какая-то. Вообще просто нереальная красота. А вот это дерево, я думала, вообще это что-то выкованное, декоративное. А это настоящее дерево оказалось. Мы решили пройти вдоль побережья до дома. Ну или насколько нас хватит. Пока тротуара нет. Идем вдоль обочины. Машин очень мало. Идти часа 2. Раньше так не очень нравилось, когда слышала, как другие девушки говорят: о, нереально красиво. А сейчас уже чувствую, что сама несколько раз сказала: нереально. Хотя все реально. Но почему-то напрашивается именно это слово, чтобы описать эту красоту. Нереально красиво. Тут памятники на обочине. Много памятников. Тут надо выбрать, чего ты больше боишься: под машину попасть или упасть с обрыва. Хорошо, я иду вперед. Там морские котики. Их, конечно, не видно вообще. Но они там сидят. Кто-то здесь живет с этим прекрасным видом на океан. И вот так любуется на всяких морских животных. А об этот обрыв, кажется, кто-то улетел. Остатки машины. Ну, может, и не улетел. Может, кто-то туда просто выкинул. Разбушевался океан. Здесь даже специальная тропинка, чтобы смотреть еще на животных. Скорее всего, да, морской лев там. Вот, на верхушке камня. Кто-то чешется там. А вот с этой стороны, по сути, тоже дюна, песок такой похожий. Хотя нет, это глина, конечно. И вот тут строят дома. Такой фундамент им делают основательный. Такая скала достаточно высокая, вот этот камень, на котором котик висит вниз головой чуть-чуть. Или лев, не знаю, что это. Как он туда добрался, интересно. Тут есть ресторан с видом. Но что-то такая конструкция ненадежная с виду. Просто невероятная красота. Не знаю, я так рада, что мы здесь оказались. Вообще хотели на один день сначала приехать, но потом вот остались на 3 дня, и это было очень правильным решением. Сладкое завершение дня. Доброе утро из прекрасного города Винья-дель-Мар. Сегодня мы едем в другой город, соседний Вальпараисо. И хочу немножко показать наш вид из окна. Вид обычный, рабочий, но мне понравилось, заинтересовало вот этот момент. Здесь какие-то гаражи, что-то тут разбирают. И здесь вот такой ресторанчик. Сегодня мы выезжаем из квартиры. Это Airbnb. Такой здесь конденсат. Даже вот на полу подтеки. Достаточно холодно здесь. Здесь плохо топят. Вот такой радиатор небольшой, но он еле теплый. Вообще почти не греет. Сейчас покажу, какие тут одеяла. И вот такие разные одеяла. Одно длинное и одно какое-то короткое, поперечное. Но в целом тепло под одеялами. Стоила эта квартира сейчас не в сезон. $35 в сутки, но вместе с уборкой, с комиссией Airbnb, это было $105 за 2 суток. Вот. Кто-то одевает с уличных собак в пончо. Причем они чистые, опрятные.
Так что за ними здесь следят и ухаживают. А в Вальпараисо мы отправляемся на метро. Хоть это и другой город, но все равно мы туда едем на метро. Кстати, вот тоже в Пончо. На метро у нас поехать не получилось. Там что-то спрашивала кассир. Мне кажется, до какой станции. Мы не знали, до какой нам станции. Просто хотели купить одну карточку на проезд и 2 поездки. Но не получилось. Поэтому мы пошли пока погулять в парк местный. Такая необычная чилийская пальма. Пальма чилена. В итоге мы доехали на Убере, на метро не получилось. Вот, приехали в соседний город. Здесь, получается, между ними даже нет расстояния. Сразу, как заканчивается Винья-дель-Мар, начинается Вальпараисо. Здесь похоже на рыбный рынок и очень много чаек, очень воняет. Вот там вдали прям кружат чайки. Ну, вонища такая, что, наверное, все-таки нет. Воздержимся посещать это место. Так интересно, тут на парковке и машины, и лодки. Все-таки мы решили пойти туда, потому что очень завораживает такое количество птиц. Я сейчас просто в шоке, там котик большой прям на пляже. Там их много! Ты видишь, их там целое лежбище. И пошли к котикам. Это вообще просто невероятно. Вот куда надо было ехать за природой. Вот, пожалуйста, пеликаны. Вот котики. Просто надо было ехать на рыбный рынок. Тут корм. Короче, это морские львы, это не котики. Они так кричат, вот действительно, как будто львы. А хорошо, сейчас. Чайка села на машину, сработала сигнализация. Голубь тоже надеется, что ему что-то да достанется. Я так жалею, я заказала камеру себе, такую более хорошую, и мне ее не доставили, к сожалению, к этому времени. А ближе подойти к этим животным я боюсь. А зум бы мне сейчас так пригодился вообще. Такие вещи вытворяют, очень забавно. Я пришел сам подойти поближе. Парковщик босс такой. Не страшно. Короче, этот парень плевался, этот морской лев. И прям в рот попал ему. Рыба, блин, кошмар. Получается, туда выбрасывают очистки с рыбьего рынка. И вот как раз... Кажется, она меня перекричала, эта продавщица. Так вот, туда выбрасывают очистки с рыбьего рынка. И вот там как раз таки и котики, и пеликаны, и все, кто хочешь. А это как раз станция метро. И вот вид на город.
очередь то ли на вакцинацию, то ли на тестирование COVID-19. Вообще город не очень туристический, многие здания в плохом состоянии, но здесь интересно, что есть наверху целые районы, и туда нужно подниматься на фуникулерах. Вот такая особенность этого города. Очень колоритные улицы. Поднялись по очень крутой улице. Очень милая туристическая улица. Пришли пообедать в очень атмосферное место. Блюда пока еще не принесли. Очень приятное кафе было. Получается, обед на двоих у нас вышел примерно $32. Нормально. Обратно мы спускаемся на фуникулере, и вот в кабинке только мы вдвоем с мужем. Кажется, нас спускают, и деньги за билет пока не взяли. То ли внизу нужно будет заплатить, то ли бесплатно. Оказывается, 100 песо стоило. На выходе нужно было заплатить. 100 песо это 10 центов, да, наверное? Ну, что-то 15 центов. 15 центов, да. Так красиво тут на выходе. Дошли до порта. Корабли, прогулочные катеры. Первый раз мы взяли билеты в автобус на первый этаж. Ну, как выяснилось, здесь некуда складывать багаж. Он подороже, считается более комфортабельно. Но вот нет багажных полок. Что-то и места для ног нет, куда ноги положить. Есть только подстаканник. Да и грязновато как-то. Но зато здесь есть туалет. Вот там, ближе к водителю. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующем видео.